Отечественный жанр ужасов за прошедшие 30 лет все никак не может образоваться. Хотя начало было бодрым. И именно по причине начала, честно скажу, я люблю российские ужасы. Такие фильмы, как «Ночлег Пятница», действительно страшный и атмосферный фильм ужасов «Прикосновение», комикс-ужасы, триллер, трэш от МММ «Гангофер», фильм про вампиров «Упырь», замечательный триллер «Змеиный источник». Все эти фильмы, несмотря на неуклюжесть, моментами наивность, корявость, я с удовольствием рекомендую, ведь это кино самобытно и уникально. Но потом с жанром случилось нехорошее. Может, давай как на Западе снимем? You're right. На 100%. Будет real Hollywood. Мазер клянусь. И хлынул поток всяких ССД, ведьм, юленик, путевых обходчиков, фобосов и, казалось бы... Хэппи-энд! Но зрителю тупая копирка Запада не зашла, а поэтому фонтан подобных картин прекратился до выхода ужастика «Владение 18». На фильм кое-как сходили, несмотря на унижение глаз эффектами. Непонятно зачем, но авторы в фильм запихнули отвратительную графику, когда проще и лучше было использовать грим. Вот теперь охуенно. Потом вышла «Пиковая дама», в которой также все запороли поганой графикой. Следом брела «Невеста», где опять же хорошую идею убили, но на этот раз не плохой графикой, а сценарно. Тем не менее, все эти фильмы показали, что у зрителя на ужасы деньги есть. И естественно, на горизонте появились они. Молодой человек, мы Enjoy Movies, мы не закрылись, у нас просто другое название, вот визитка. Мы продолжаем снимать фильмы, звоните. Сука. Мы смотрели «Маршрут построен» от одного из продюсеров. Ну а теперь посмотрим «Фото на память». И рассказывает этот фильм о том, что в Советском Союзе военные разработали фотоаппарат, который способен предсказывать будущее. Этот фотоаппарат вручают для теста известному советскому предсказателю. Видеть будущее? Предсказатель? В Советском Союзе? А почему он все еще не в «Защитниках»? Вы даже глупее, чем я думал! Из зала набирают двух случайных людей, которые проводят тест фотоаппарата. И он действительно предсказывает будущее, если фотографировать вещи. Но если сфотографировать живое существо, случится необратимое. Знакомый сюжет. Видел его в пункте назначения. Райан Гослинг на это дерьмо не пошел бы. Да, и сюжет один в один, как в книжках Стайна, которые были у детишек 90-х. Но в заимствованиях, особенно переложенных на наши реалии, нет ничего плохого. Наоборот, фильм обещает как минимум неплохой слэшер на тему неизбежной смерти каждого из героев. То можешь здохнути хоч зараз. Которые, как узнает зритель, друг с другом не особо-то знакомы. Они собрались по объявлению, чтобы поехать в загородный дом далеко от цивилизации, чтобы вместе потусить. Все, сценарное время вышло. Продлевать будете? Нет, сами напишем. Ну, тогда я пошел. Спасибо за буквы. Это было великолепно. До свидания. Окей, завязка сосет, но что по актерам? Обычно в подобные проекты берут неизвестных, но в фильме «Фото на память» внезапно снялся Скруджи, и это его актерский дебют. Между прочим, я не кусаюсь. Когда рот едой набит.
Ах, классический инжой. Если бы это была комедия, тут была бы шутка про член. Чё за ёбаный ты нахуй? Это что, использование одной и той же характерной локации 2 раза для демонстрации долгой дороги? Все! Монтажное время вышло! Нужных кадров нет! Продлевать будете? Продлевать? Я укажу! Псина, так-то твой паспорт у нас. Куда ты собрался? Сука! Одно маленькое селфи и один неподвижный лось становятся причиной аварии. Герои здорово бьются, блондинку на переднем сидении зажал открытый бардачок, и у одного из героев по имени Гагик пробита рука. Кроме этого, подступает холод и, конечно же... Ребят, там кто-то есть. Понимаете, они умудрились запороть даже скримеры. Скримеры, мать их! Все скримеры в фильме будут на подобном уровне. Как, блять, можно запороть скримеры? Они снимают говно. Говно. Надо вызывать спасателей. У кого-нибудь есть связь? Посмотрите, у меня нет связи. Есть. Ник. Ник, связь. Алло? Алло? Ребят, и у меня нет. Да как же так вышло-то? Ни шатка, ни валка, двигаясь по клише, ребята разделяются. Один из группы идет на трассу за помощью, другие искать дом, чтобы найти теплые вещи для запертой в машине подруги. Так, отлично. Они нашли кости животных. Тогда я завожу. Дебил, ты нас запалишь! Бля! Кашляй! Громче! Громче! Гагик, чё? Темно, свет нужен. Ты хотя бы вещи свои убрал, чтобы напряжение с них не сбить. Кажется, я сумерки не убрал. Ну ты и дебил. В доме обнаруживается и аптечка, и плед, но все внимание забирает стена с фотографиями. На фотографиях разнообразные убитые животные, включая лося, которого сбили герои. Странно. А как это могло тут оказаться? Я-то откуда знаю. Дом вообще какой-то странный. Странные диалоги. Будто авторы, увеличивая слово «странный», пытаются повысить странность происходящего. Странно. Странно. Я все понял. Я понял, что это за фигня. Это все постанова. Ты чё? А машина, а лося, рука твоя? Да он упоротый. Ой, как будто ты телек никогда не смотрела. Сейчас и в дерьме купаются, и трахаются в прямом эфире. Нам за это реалити нормально денег прилетит. Может, поедем обратно в американские слэшеры? Там хотя бы подростки не настолько тупые. Вы что здесь трете? Белкину привет. Я понял, что это за фигня. Это все постанова. Нам за это реалити нормально денег прилетит. Я понял, что это за фигня. Это все постанова. Нам за это реалити нормально денег прилетит. Кроме этого, обнаруживается тот самый советский фотоаппарат, на который необходимо тут же сфотографироваться, после чего продолжить идиотию. Ребята, я не знаю, как вы, но я уверен. Рядом с нашей машиной стоит съемочная группа, продюсер всем контракты дает подписать. Я подпишу. Судя по тому, что ты в этом фильме, ты частенько подписываешь контракты не глядя. Ну, пошли. К Алене надо идти.
Может, с ними надо было пойти? А будет какой-нибудь ответ? Вы пришли в дом за теплыми вещами, вы их нашли, но решили остаться в доме? Зачем? По-моему, там кто-то завел бензопилу. Может, не стоит туда идти? Там по дороге минут 15. Они же не идиоты, чтобы через лес. Блять, к чему эта фраза? Вы же сами к дому шли через лес. Я не читаю сценарий. Сценарий читает меня. Это что вообще должно значить? Внезапно выходит фотоснимок из Soviet Polaroid. На снимке изображен Гагик, только не в той позе, в которой фоткался в доме, а в позе «сфоткай меня, типа я в лесу, головой в капкан упал». Как ты это фоткал? Что? Тупрак какой-то. Ты про заваленный горизонт? Ты там идешь, нет? Иду. Отлично. Он потерял голову. Каким-то образом герои умудряются разминуться, но не с фотоаппаратом. Серьезно? При тебе человеку голову отрубило, а тебя заинтересовал фотоаппарат? Твою мать, что я только что видел? Ух ты, коллекционная игрушка! Да это же из фильма «Марс атакует». Она со звуком? Понятное дело, что это создано для появления опасной ситуации случайного фотографирования, которого не происходит, но тем не менее. Приходит Скруджи, и его посвящают в происходящие странности. Я уверен, что есть логичное объяснение. И даже это... Это уже было в доме, когда мы пришли. Я правду говорю. Ир, подтверди, что это он всех убивает. Вот смотрите. Зачем его брать, если он убивает? Может быть, просто завернуть его в тряпье? Да и не жалко. С таким уровнем интеллекта ты и в обычной жизни вряд ли бы выжила. Господи, это пистолет! Из него убивают! Что-то нужно сделать! Подтверди, что из него убивают! Понятное дело, что это фильм ужасов, но вот подача абсолютно идиотская. Почему именно самое внезапно уверенное в зловещести фотоаппарата так неаккуратно с фотоаппаратом носится? Прописали бы эти действия Скруджу, который меньше всех в курсе, было бы логичнее. Тем не менее, многие смотрят подобные фильмы из-за сцен смертей. Может быть, хотя бы их интересно покажут. Паук. Влад, например, в общем-то... Стой, ты куда? В рот ей залезу. Зачем? Действительно, зачем? Отравление убожеством сцены вызывает кровотечение, и объект шуток про жирных этого фильма умирает, как и надежда на то, что сцены смертей будут продуманными. Да быстрее, блять, уже умри! Мы поняли! Благо теперь герои на 100% понимают и знают, что точно всех убивает фотоаппарат. Капканы могли оставить охотники. Ядовитых пауков, ну, полным-полно, скажи. А с машиной так ты вообще херовый водитель, вот и все. Ну а фотки смертей? Они получились, потому что фотографировали нерабочую сторону. Ален. Это ты ее убил! Это ты ее убил! Ты что такое Ты говоришь? всегда ее ненавидел! Пусть они уйдут! Пусть они уйдут! Тихо, тихо, спокойно. Пожалуйста, пусть они уйдут! Неадекватное и дебильное поведение для имитации фильма продолжается гениальными диалогами и поступками. Она держала фотоаппарат и случайно сфотографировала себя в зеркало. Ты оправдываешь? Вы все заодно, вы все придумали этот фотоаппарат несуществующий. Как несуществующий? Вот он.
не существует. Блин. Господи, что за хуйня? Блять. Поверить не могу в эту хуйню. Просто разбили бы блядский фотоаппарат, просто сняли бы объектив, просто разбили бы вспышку, просто закрыли бы объектив. Последнее я адресую оператору этого фильма, ведь он мог запороть материал. Сука! Что делать? Может быть, порвать ее? Порвать, а? Может быть, на актерский курс записаться? Кто? Где? Вы запишите. От тепла же она быстрее, да, проявится? Я придумал, мне нужен холод. У меня не спрашивай, у меня жопа горит. Сейчас же ночь, да? Сейчас же ночь? Если я ее закопаю, она же не проявится, нет? Но я же живой, да? Я же живой. Я же живой, а? Я не сдамся. Я сейчас! Ну, у меня получится! Хороший пес. Вместо того, чтобы палками попробовать отогнать собак, герои решают сделать следующее. Фотоаппарат! У нас есть фотоаппарат! Ребят, я нашел кое-что получше. Ну а теперь можно в профиль сфоткать. Вдруг он оживет. Скруджи вместе с собаками уходят к своему рэпу, а герои уходят в дом. Что, идиот? Где-то там ходит человек, сделавший первый снимок. А если он валится сюда? Ты подумал о том, как мы будем защищаться? Например, топором, которым только что хотели разбить фотоаппарат. Нужно выбираться отсюда. Выбираться куда? Господи, они теперь здесь жить собираются. За что нам все это, господи? Герои решают заночевать в доме, в отместку зрителям, которые спали на сеансе. Ну и, конечно, фотоаппарат никто не прикрыл, а поэтому... Там видно, что ты напоролся на рога, которые висят на стене. Может быть, спокойно сядешь и обдумаешь, что делать дальше? Охренеть, надо попрятать все острые предметы. Причем это зашло бы как комедия. Но нет, это же Enjoy. И если они снимают не комедии, то нужна максимальная серьезность. Защитники. В итоге оставшиеся в живых подозревают друг друга. Но блондинка первой наносит удар и сваливает к лодке, чтобы замерзнуть к херам. Благо от холодной смерти ее спасает хозяин фотоаппарата четким поставленным ударом в рыло. Ну как? Да сколько можно реально терпеть ее? Не убивайте меня, пожалуйста. Ты что? Это буду не я, нет. Тебя убьет пространственно-временной континуум, но ты не переживай. Вот черт! Оказывается, одна из девушек с маньяком заодно, и тут же возникают вопросы. Почему? Ладно, маньяк, он человек пожилой, допустим, узнал, что ему надо будет убивать до 65 лет вследствие пенсионной реформы. Вот он и сошел с ума. А девушка-то, почему она этим занимается? Но вместо объяснения нас ждет это. Скажи, а ты родину любишь? Ну и дерьмо! На кой я это вообще смотрю? Скажи, а ты родину любишь? Да! Вот и досматривай.
Оказывается, соучастница была дочкой случайного зрителя, который был на презентации, тот самый, который повинен в смерти разработчика. После презентации он умудрился похитить фотоаппарат, а нынешний маньяк отсидел срок за смерть разработчика, после чего на всякий случай убил еще двоих, того самого зрителя и бабу с презентации. Дочке убитых сказал, что он ее отец, но при этом не стал уничтожать бессмысленную пленку, которая записала доказательства обратного. Знаешь, звучит как охуенная идея! Я открыла сейф и видела пленку. Это рано или поздно должно было произойти. Нет, если бы создателям этого фильма не пришлось бы вытаскивать из жопы мега неожиданный поворот, и ты просто бы уничтожил пленку. Как можно делать все действия в этом фильме такими нелогичными? Так, Витя, вызывай ментов. Девушка фоткает маньяка, и того настигает смерть в обличии блондинки. Блондинка же прыгает в лодку и уплывает. Ну что, сука, съела? Я не знаю, что произошло. Они даже звук не подложили. С другой стороны, эта же студия до этого снимала комедии без шуток. Почему теперь нельзя снимать слэшеры без убийств? В общем, приезжает все городское отделение на дело о сбитом лосе, а вместо лося обнаруживают гору трупов в доме. Какая мясорубка тут была. До сих пор не понимаю, как ты выжила. Сама не знаю. Может, сфоткаешь меня? А давайте я вас обоих сниму. А что только нас? Давай всех. Действительно, пол дома трупов. А почему бы не сфоткаться? Парни! Парни, идите сюда! Идите сюда, давайте сфоткаемся. Парни! Парни, идите сюда! Идите сюда, давайте сфоткаемся. Сюда, давайте сфоткаемся. Чего такие зажатые? Улыбочку. Это же фото на память. Ребята, на раз, два, три. Трупы! Бля, по-моему, я зажмурился. В прямом смысле. Что же по итогу? Авторы стараются следовать лекалам жанра, и в этом ничего плохого нет, если бы все выглядело хотя бы немного логично. Не треба не робити цього. Но фото на память умудряется даже финальный твист крутануть с таким напором глупости, что по-настоящему становится страшно за интеллектуальное состояние писавших это людей. И вот в этот момент фильм наконец начинает действительно пугать. Не подходи! Не подходи! И в очередной раз киноделы, которые пришли только лишь с целью заработать бабок, ставят под угрозу целый жанр в нашей стране. В данном примере жанр ужасов. Ведь авторы даже не потрудились завязку нормально написать. А о том, что они используют некоторые сцены по 2 раза, чтобы только хронометраж растянуть, я уже и не говорю. Ну и конечно, не показывать сцены смертей в слэшере при полном отсутствии атмосферы. Это провал. По доверию зрителя наносится еще один удар, а желание заработка по-быстрому не пропадает. И ничего тут не поделать. Всего плохого. Хотя нет. Есть у меня одна идейка. Так про невесту сняли, и про фотоаппарат сняли, про русалку сняли. Чё б еще такое снять, пока на это ходят? Бля, чё, фонд кино пришел? Мы снимаем нормально! Мы снимаем нормально! Да снимем мы нормально! А вот и Женя! What's your favorite scary movie? Y'all want drama? Wanna make a scary movie? Rappers coming in with their team and carry Julie. You can jump right out of the screen and barely move me. We hard hitting, directing and starring in it. Y'all want drama? Wanna make a scary movie? Rappers coming in with their team and carry Julie. You can jump right out of the screen and